Мне стало интересно, насколько сложно приготовить соевый сыр тофу в домашних условиях. И мой ответ – сделать это очень просто. Если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Меня зовут Галина Артеменко, и вы на канале «Жизнь вкусная». В прошлом видео я готовила соевое молоко, из него я и буду готовить сегодняшний сыр тофу. Я приготовлю его по двум рецептам. Один будет традиционный твердый сыр тофу, его можно без проблем купить в супермаркетах, по крайней мере в моем небольшом городе это можно сделать без проблем. А второй сыр я в своих магазинах не встречала ни разу, это так называемый шелковый сыр тофу. Для того, чтобы приготовить из соевого молока сыр, необходим коагулянт. Традиционным коагулянтом является нигари. Я надеюсь, я правильно об этом сказала. Этот ингредиент можно запросто заменить. Я встречала рекомендации по замене хлоридом кальция или магния, либо сульфатом кальция или магния. Кроме того, с ролью коагулянта запросто справится лимонный сок или какой-нибудь натуральный уксус. Я решила немного поиграть и поэкспериментировать, и поэтому для приготовления твердого сыра тофу я буду использовать подручное простое средство лимонный сок, а для приготовления шелкового тофу возьму хлористый кальций, кальция-хлорид. Эту добавку активно используют традиционно наши сыровары, и ее можно запросто купить в аптеке в форме раствора для инъекций. Ну, как вы уже поняли, готовить свой сыр я буду из домашнего соевого молока, но можно использовать и обычное магазинное. Список всех ингредиентов, всех добавок я оставлю в описании к этому видео. Вводить лимонный сок нужно в молоко, подогретое до температуры 70-73 градуса. Сок я развожу в водичке для того, чтобы немножко снизить его концентрацию и чтобы коагуляция шла более равномерно. Вливаю сперва половину разбавленного лимонного сока и аккуратненько перемешиваю массу. Ввожу вторую половину лимонного сока. Сразу становится заметно, что крупинки уже начали сворачиваться и зерно начало потихоньку отходить. Перемешиваю массу где-то еще минуту. Теперь я накрываю кастрюлю крышкой и оставляю ее в покое на 15 минут. За это время я подготовлю форму для сыра. У меня есть вот такая вот сырная форма. Форму для сыра я выстеляю агроволокном. Вы можете использовать дуршлаг, сито, все, что у вас есть дома, все, что может выполнить нужную функцию – отток жидкости. Так, масса постояла, посмотрите, зерно стало более четким, водичка, сыворотка прозрачная. Это значит, что можно сыр уже отправлять в форму. При помощи довольно крупного сита я перекладываю мое соевое зерно в форму для сыра. Водичка уходит, сырное зерно усаживается, и я заполняю форму практически полностью. Края агроволокна я немножечко подрезала, для того, чтобы мне было удобно обернуть им сырное зерно. Устанавливаю сверху пресс и ставлю небольшой груз. Чем больше будет груз, тем более плотным получится сыр тофу. Оставляю тофу прессоваться в течение где-то часа. Опять-таки, чем дольше вы его будете прессовать, тем плотнее получится сыр. Мне нравится, когда тофу довольно мягкий, наподобие адыгейского сыра. И теперь финальный штрих. Нужно поместить головку сыра в очень холодную воду, для того, чтобы закрепить форму. Оставьте сыр в холодной воде где-то минут на 30-40, и соевый сыр тофу готов. Мой твердый сыр тофу готов, теперь я приступаю к приготовлению нежного, так называемого шелкового тофу. Его можно использовать для приготовления скрэмбла, типа вот как яйца жарят, так вот можно обжаривать и вот такой вот сыр тофу, добавляя какие-то специи, потому что он очень нейтральный по вкусу, как в принципе все соевые продукты. Кроме того, его можно употреблять как десерт, добавляя в него сгущенное молоко, какие-нибудь специи, шоколадные сиропы, мед, что-то услощающее, тоже придающее вкус ингредиенту. А мне больше всего нравится употреблять такой шелковый тофу, добавив в него соевый соус, немного лимонного сока, зеленый лук и острый перец. Очень вкусно. Я отмерила нужное, согласно объему моей баночки, количество кальция хлорида и теперь выливаю его в емкость, в которой буду готовить шелковый тофу. С дозировками я экспериментировала, и ту, которая мне понравилась больше всего, я оставлю, конечно же, в описании вместе с рецептом. Слегка разбавляю коагулянт водой и вливаю где-то треть молока. Взбалтываю смесь, затем вливаю оставшуюся часть и перемешиваю ложкой. Теперь вам нужно организовать себе водяную баню каким-нибудь удобным для вас способом. У меня это просто большая кастрюля, в которую я ставлю дуршлаг, на дне кастрюли немного воды, которую я довожу до кипения. Отправляю баночку с будущим тофу в этот дуршлаг, накрываю все крышкой и буду готовить в течение 10-15 минут. На каждые 100 мл жидкости 7 минут приготовления. Готовый шелковый тофу получается желеподобным, а после того, как он остынет, он примет более упругую форму и с ним можно будет запросто обращаться. Что ж, надеюсь, это видео было интересным и познавательным для вас. Если так, то ставьте ему лайк, подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои обновления.
Если вы употребляете соевые продукты, соевый сыр, напишите мне в комментариях, в каком виде вам больше всего нравится употреблять его. И меня зовут Галина Артеменко, это канал «Жизнь вкусная».